Сегодня расскажу о восстанавливающих свойствах оливкового масла. Во время одного исследования, ссылка под видео, кровь человека была подвержена разрушающему воздействию перекиси водорода. Это очень сильный окислитель. С добавлением оливкового масла и без него. Результатом воздействия перекиси водорода на что угодно будет окисление. Но, как оказалось, в оливковом масле есть фенолы, а это фитонутриент и мощный антиоксидант. Исследование показало значительное сокращение окислительного повреждения ДНК человека. С возрастом гены разрушаются, становятся более восприимчивыми к повреждениям и не так хорошо восстанавливаются. И фактическая длина хромосом сокращается. Теломеры — это белки, защищающие концевые участки хромосом. И когда длина теломера сокращается, это сказывается на продолжительности жизни. Чем короче длина теломер, тем короче жизнь. И это логично, ведь чем сильнее повреждены гены, тем тяжелее и чаще человек болеет. Фенолы — это очень мощные антиоксиданты, которые нейтрализуют действие окислителей. Что такое окисление? Согласно изначальному определению, это когда под воздействием кислорода происходит потеря электрона. Свободный радикал — это непарный электрон. Допустим, у атома 2 электрона, и он вращается. Он будет оставаться симметричным и очень стабильным. Но если исключить электрон из пары и оставить только один, то атом уже вращается не так, как прежде, вращение становится хаотичным, и он начинает искать другие электроны, чтобы стабилизироваться. Иными словами, он начинает воровать электроны, забирая их из близлежащих тканей. А их огромное количество, поэтому, как понимаете, свободные радикалы чрезвычайно вредны для тканей. Например, при воздействии кислорода на железо возникает ржавчина, то есть происходит окисление. То же происходит в теле. Окислители образуются в самом теле, а также они поступают из внешней среды. В теле образуются и антиоксиданты, а также они поступают с пищей. Однако фенолы, то есть фитонутриенты, в оливковом масле создают защитный барьер для вашей ДНК, особенно в митохондриях. Почему? Митохондрии уникальны тем, что имеют собственную ДНК. Другими словами, у нас есть ДНК в ядрышке клеток, и есть внешние митохондрии со своей ДНК. Они используют ДНК из ядрышка, но также могут создавать свою ДНК. И между этими двумя есть некоторое взаимодействие. Но то, что митохондриальная ДНК существует вне этого, так сказать, сейфа, ядрышка клетки, само по себе делает ДНК более подверженной вредоносным воздействиям, особенно в результате окисления. А поскольку митохондрия — это энергостанция клетки, в которой происходит все это сжигание топлива и кислорода, в ней происходит более интенсивное окисление и образование свободных радикалов. Именно поэтому многие хронические заболевания, включая рак, зарождаются, вероятно, именно в митохондриях. И вот в чем проблема. Большинство масел, я говорю о растительных маслах, являются не антиоксидантами, а наоборот, окислителями. Они очень вредят организму. Это соевое масло, кукурузное, хлопковое и рапсовое. Но оливковое масло — полная противоположность. Оно богато антиоксидантами, имеет противовоспалительные свойства. Так что смело добавляйте в салат оливковое масло, главное, первого отжима и высшего сорта. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новых видео.